Всем привет! Сегодня вы, наверное, ожидали урок по телу, но я совсем забыл рассказать вам о очень важной составляющей в рисовании про волосы. Так что я перенесу тело на следующий урок, а в этом мы будем рисовать, собственно, волосы. Итак, начнем с того, что волосы можно рисовать по-разному. Покажу несколько видов на примере девушки с какой-нибудь простенькой прической. Объяснять, как рисовать голову, я не буду. Если вы нашли это видео и не умеете рисовать голову, то советую вам посмотреть мои предыдущие видео по этой теме. Они будут в подсказках. А сейчас я нарисую макеты, и мы продолжим рисовать волосы. Нам сегодня понадобится простой карандаш, лист А4, вот, я на нем рисовал, и желательно, если у вас имеется черная ручка или линер, или как его еще по-другому обзывают, капиллярная ручка. Вот у меня вот таких вот 3 есть, вот, наверное, посмотрите у себя, может у вас вот такой вот есть. Это вот называется линер, у меня вот такие вот есть. Вот. И ластик, собственно. Но если у вас линеров нету, то даже не парьтесь, можно и карандашом рисовать. Вот эти у нас будут 3 способа. Вот это первый, второй, третий. Это будет неверный вариант. Я буду показывать еще плюсом, как не нужно рисовать волосы. Итак, первый способ, он подойдет больше для тех, кто только учится рисовать. Лучше тренироваться именно на нем. Первое, что хотел бы уточнить, люди, которые не умеют рисовать или только начинают, стараются волосы просто положить на голову. Это неправильно. Сейчас покажу, как это делают. Вот, они стараются положить вот именно вот прямо вот на эту сразу. То есть вот так вот как-то идет. Вот так вот. Это неправильно. Правильным будет рисовать волосы немного выше самой головы, тем самым давая объем. Сейчас покажу. Вот. Нарисовали выше головы, и, собственно, уже голова имеет другую форму с волосами. Еще важно знать, где у вас находится пробор. Вот эта вот часть, пробор. Из него будут идти все наши волосы. То есть ищем пробор на голове, и от него уже рисуем волосы. То есть вот у нас вот так вот примерно идет. Вот от него уже все идут волосы. Но я нарисую прическу, где не виден пробор. Но запомнить это нужно. Это очень важно. Еще очень важно знать, что волосы нужно разделять на пряди. Вот, на пряди. Вот так вот примерно. То есть вот такими вот частями. А не рисовать их рандомными полосочками, как это делают начинающие художники. То есть, например, сейчас сотру вот это. Вот, например, вот так вот рисуют волосы, да, и вот так вот начинают фигарить. Вот так вот. Это смотрится очень некрасиво и убого. Поэтому так нельзя делать, нельзя. Вот так вообще не делайте никогда так.
Итак, вернемся к первому виду. Я нарисую распущенные и немного забранные сзади волосы. Буду рисовать их, как полагается, разделяя на пряди, которые я рисовал вот здесь. Ну, тут уже их не видно, потому что я вот здесь пример приводил. Верхушку волос мы закидываем наверх. Короче, я сейчас начну рисовать и буду рассказывать. Так, рисуем немного выше головы. Здесь я нарисую линию волос. От нее мы будем рисовать пряди наверх, забранные. Стоп, я же вам не показал, как это все выглядеть будет. Так, вот это первый способ с обычными волосами, которые я сейчас рисую. Вот. Видите, да, никаких штриховок нет, просто волосы разделенные прядями. Вот так вот выглядит это все. Второй способ у нас будет вот такой вот. Видите? Сейчас приближу. Вот. Разделенный на линии. То есть наши пряди разделяются линиями, вот так вот рисуются. Третий способ у нас будет более реалистичный, вот такой вот, с бликами. Так, вернемся сюда. Я нарисую, как уже сказал, волосы распущенные немного, с верхушкой закинутой назад. Вот здесь они забраны будут. Ну, тут не видно будет самого пучка этого, который забран. Вот, но волосы сверху вот здесь так будут. Рисуем пряди, закинутые назад, вот такие вот. Разделяя их. Здесь тоже назад закинуты. Потому что с прядями более-менее красиво смотрится. А вот это вообще фу, нельзя. Нельзя, фу, забыли. Так, здесь. Здесь также у нас вот эти вот распущенные части. Делаем их большими прядями такими. Ну вот уже смотрится красиво. Так, ну вот это первый способ. Сделаем так вот. Это первый способ у нас. Сейчас я прорисую вот эту вот же прическу на все эти три головы. Точнее уже две. Чтобы вам не смотреть все это муторно и долго. Итак, сейчас я нарисую, мы вернемся. Так, ну надеюсь, с первым способом все ясно. Просто нужно понять, что волосы это не бездумные полосочки, а пряди, которые задают какое-то направление волос. Теперь второй способ. Тут нам понадобится как раз таки линер или черная ручка. Но если уж у вас нету их, то это не проблема. Можно и карандашом, как я уже говорил ранее. Будем использовать ту же прическу, что и в первом способе. В этом виде мы будем эти пряди прорисовывать полосками. Смотрится это довольно красиво, но тут уже нужно терпение и умение рисовать линии. Этот способ сложнее предыдущего, поэтому его лучше использовать тогда, когда вы уже сможете рисовать первый вид. Так, рисуем эти линии по направлению, то есть вот так вот. Вот таким вот образом. Каждую прядь мы прорисовываем таким образом. То есть по направлению рисуем. Каждую полосочку мы проводим именно вот в таком вот направлении. Так, сейчас я все прорисую и мы вернемся.
Сейчас я линером покажу, как это будет выглядеть. Приступим. Вот так вот у нас получилось. Ну, я не знаю, нормально или нет вышло, уж вам решать. Так, теперь приступим к третьему способу. В нем мы должны определить, с какой стороны падает свет на голову. То есть, давайте где-нибудь сделаем, не знаю, вот отсюда. Вот здесь вот я направил. Вот линия, вот оттуда будет у нас падать свет. То есть блики у нас будут идти вот на эту сторону больше. Вот здесь у нас тоже будет попадать, потому что, ну, все равно. Вот. Также мы будем использовать пряди, штрихуем их по направлению. По их направлению, как во всех остальных способах. Оставляя посередине немного места для бликов. Сейчас я покажу на примере, чтобы вы сразу поняли, как это штрихуется. Штрихуем от корня до середины и от конца тоже до середины. Сейчас покажу. Лучше другой карандаш взять. Вот. Вот так вот пряди прорабатываем, они у нас становятся более реалистичные. Кончики вот здесь вот, начало и конец, нам нужно немного затемнять. И переходы между прядями тоже вот здесь вот затемняю немного, чтобы они отделялись и выглядели более реалистично. Вот, ну, как-то вот так вот, короче. Вот у нас эти три способа. Вот так вот вообще никогда не используйте. Нельзя. А вот эти вот можно использовать. Это, как я сказал, для начинающих. Это уже вот эти два, остальные уже когда вы научитесь рисовать просто лайновый способ. На этом все. Тренируйтесь рисовать волосы. Ведь без этого не получится рисовать крутые работы. Я думаю создать альбом в своей группе ВКонтакте, куда вы сможете выкладывать свои работы, которые у вас получились. По возможности буду комментировать ваши работы, указывая вам на ошибки. Критикую только тех, кто подписан и активничает в группе. Так что учтите это, если вы хотите, чтобы я что-то помог вам исправить. Ссылка будет в описании. 5-й урок уже точно будет связан телом, так что ждите его выхода. Если это видео было для вас полезным, то не поскупитесь на лайк. Ведь это мотивация снимать видео. Пишите в комментариях, все ли у вас получилось, а также подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. И до скорых встреч!